Всем панкейк. Кого вы представите, если мы скажем слова «маньяк» или «убийца»? Возможно, это будет кто-то из фильмов или сериалов «Декстер», а может быть Ганнибал Лектор, или кто-то из реальных душегубов типа Даммера, Чикатило или Джона Гейси. Заметили? В большинстве случаев это действительно будет мужчина. Поэтому мы собрали для вас список из совершенно разных историй женщин, которые подверглись суровому наказанию за свои злодеяния. Наливайте чаек и погнали. Творцы всегда вдохновляются другими творцами, даже если человек ничего кроме зла совершить не может. Вспомните того же Марка Чепмана, который, начитавшись над пропастью во ржи, пошел и застрелил бывшего участника «Битлз» Джона Леннона. Судя по всему, так было и с Ириной Гайдамчук, которая в лучших традициях Достоевского убивала старушек в возрасте от 60 до 90 лет молотком. Да-да, не одну и не две, а целых 17 жертв на счету у этого Раскольникова в юбке. У Родиона мотив был денежный, а каков он был у Ирины, скоро узнаем. 2002 год. Маленький городок в Свердловской области потрясает новость о жестоких убийствах пенсионерок. 9 жертв были забиты молотком в собственных квартирах, как изначально подозревало следствие, с целью грабежа. Ведь в домах пропали деньги и украшения. Но кто совершил убийство, так и оставалось загадкой. Следователи так и не смогли выяснить, кого искать – мужчину или женщину. Но уже в 2003 году Ирина выдала себя, попытавшись расправиться с новой жертвой не привычным молотком, а ножом. Представившись соцработником, Ирина, как только открылась дверь, ударила пенсионерку ножом, но, видимо, из-за неопытности не смогла довести дело до конца. Старушка закричала, на шум сбежались соседи, и убийце пришлось ретироваться. Итогом этого эпизода стало появление фоторобота и подозрение ко всем блондинкам в округе. Видимо, испугавшись поимки, убийца переключилась на близлежащие города области, куда могла доехать на электричке. Она вершила свое черное дело в Серове, Ачите и даже Екатеринбурге. 8 лет ушло у следаков, чтобы поймать Ирину. Да, скрывалась и меняла внешность она хорошо, но пусть вас не обманывает эта ловкость. В 2010 году Ирине предъявили обвинение на основании отпечатков пальцев, оставленных рядом с некоторыми жертвами. Вам интересно, ради какой суммы Гайдамчук пошла на все эти зверства? О да, у нас есть и такая информация. Не 1 миллион и даже не 100 тысяч. С грабежа всех этих старушек Ирина получила жалкие 50 тысяч рублей. В июне 2012 года Ирина Гайдамчук была приговорена к максимально возможному наказанию, а именно 20 лет лишения свободы. Психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. Жутко, правда? А это только начало. Как мы рассказывали в ролике про мафию, который вы можете посмотреть на канале, иногда женщина может стать руководителем целого преступного клана, если ее мужа убили, например. Так случилось и с Марией Личарди, которая возглавила неаполитанский клан после смерти мужа и ареста его братьев. Конечно, ее приход к власти не прошел гладко. Было несколько попыток захватить контроль над кланом, и они были весьма кровавые. Но Мария удержала управление в своих руках и даже расширила влияние клана через альянсы. При ней преступная деятельность организации стала хитрее, отчего менее заметной для правоохранительных органов. Продажа наркотиков, рэкет, сутенерство – малая часть того, чем занималась эта мафиозная семья, но их процветание не могло длиться вечно. Сначала жертвы среди потребителей их наркотиков, потом участие в кровавом разделе сфер влияния, в котором погибло примерно 120 человек, и Мария попадает в список 30 важнейших целей для правоохранительных органов Италии. А вскоре ее арестовывают, и первый срок крестной матери клана длится почти 9 лет, после чего ее выпускают. А ведь Мария и из тюрьмы продолжала управлять делами мафии. Как вы уже поняли, эту горбатую только могила исправит. Она долгое время скрывалась от полиции, но в августе 2021 года газеты запестрели заголовками об аресте 70-летней Марии Личарди. Ее судили как главу преступной организации и вместе с 30 подчиненными приговорили к тюрьме на 20 лет, что в ее возрасте, считайте, пожизненно. А вот у кого точно приговор пожизненный, так это у Мелиссы Калдеран Охеда по прозвищу Лачина. В то время как предыдущая наша героиня сделала свой клан умнее и незаметнее, эта дамочка, дорвавшись до власти в 2008 году, пошла в разнос. Визитная карточка Лачина стала похищение и расчленение неугодных, после чего отдельные части тел бандиты подбрасывали родственникам жертв вместе с поучительными записками, конечно. За 7 лет ее правления мексиканский наркокартель «Дамасо» увеличил количество кровавых расправ с неугодными более чем в 3 раза.
А когда в 2015 году из тюрьмы вышел бывший глава картеля и отстранил Мелиссу от дел, она, недолго думая, собрала свою банду, жестокость которой показала, что Лачина настроена серьезно. Разборки между бандами превратились в кровавую баню, что довело паранойю и жестокость Лачина до максимума. Где бы она ни появлялась, все заканчивалось убийствами и расчленениями. Дошло до того, что возлюбленный, с которым она и организовывала свою банду, не выдержал, испугавшись за свою жизнь, и сдал Мелиссу полиции. Всего ей предъявили обвинения в причастности к 150 убийствам плюс торговля наркотиками. А в случае Мелиссы это именно плюс, ведь в Мексике все сроки за все преступления суммируются. Вот и получился приговор на 893 года пребывания в тюрьме. А следующая история будет о большом лицемерии, которая длилась 30 лет и 3 года. Началось во время Великой Отечественной войны. 1942 год. В свои 22 года Антонина Парфенова уже побывала на фронте. Ее угнали в плен, она бежала из плена. Со спутником скиталась по лесам, пока они не вышли к его родному селу. Там Тоня маялась от безделья и периодически занималась проституцией, пока ее не погнали оттуда. Так Тоня оказалась в оккупированном нацистами поселке Локоть, где продолжала продавать свое тело, пока коллаборационисты не предложили ей жилье и еду в обмен на работу – расстреливать пленных. Антонина согласилась и тут же получила пулемет. Первый раз для храбрости она, может, и выпила, но во второй алкоголь уже не понадобился. Тонька-пулеметчица расстреливала пленных по 3 раза на дню. Жертв присылали ей группами по 27 человек. Позже исследователи подсчитали, что всего на ее совести 1500 убийств. 5 сентября 1943 года Локоть освободила Красная армия. Антонина же оказалась в польском концлагере, откуда была освобождена в 1945 году. Прикрывшись украденными документами, она представилась медсестрой советского военного госпиталя Макаровой и ускользнула от наказания. После все просто. Вышла замуж, опять сменила фамилию на Гинзбург, родила дочерей, устроилась работать на завод и получала весь почет и привилегии, которые полагались людям, прошедшим войну. Но власти про нее не забыли. Как только Локоть был освобожден, следователи начали поиски кровавой Тоньки-пулеметчицы. 30 лет и случайное стечение обстоятельств привели к тому, что в КГБ заинтересовались Антониной Гинзбург. Когда ее арестовывали, Тонька-пулеметчица была спокойна. Столько времени прошло, и она рассчитывала на амнистию. Но не тут-то было. В 1979 году Антонину Гинзбург расстреляли за доказанные убийства 152 человек. А вот следующая наша героиня, может быть, и не поражает количеством жертв, но ее любовь к сыну оказалась по-настоящему убийственной. Лоис Смит был 41 год, когда ей показалось, что бывшая возлюбленная ее сына, Грега, хочет убить кровиночку. Выманив Синди, Лоис устроила ей допрос с пристрастием. Синди, конечно, все отрицала, но Лоис не поверила ей и начала душить. Но этого оказалось недостаточно, и она полосанула Синди ножом по горлу. Девушка была все еще жива, когда Лоис привезла ее в дом своего бывшего мужа. Мужчина и его нынешняя жена даже застали приезд Лоис и Грега, но вскоре покинули гостей, уехав по делам. Так пытки для Синди продолжились без лишних свидетелей. Ее привязали к стулу с открытой спинкой, чтобы бить было проще. В нее стреляли. Пока Грег перезаряжал пистолет, Лоис прыгала на голову и шею Синди. Все это делалось со смехом. После чего Лоис 4 выстрелила в грудь Синди и 2 в затылок, отчего та скончалась. Позже на суде Лоис убеждала обвинителей, что вся вина лежит на ней, что сыночка не виноват. Суд поверил женщине. Только поэтому Грегу не назначили смертную казнь, в отличие от его матери, а присудили пожизненный срок. Лоис же казнили путем введения смертельной инъекции. Ей было 61. Кстати, еще со школы у Лоис было прозвище «Подлая Надин», которое часто использовали журналисты, когда писали об этом деле. А вот следующая история не только заняла первые полосы газет, но и получила «Оскар», точнее ее экранизация. История Эйлин Уорнес – это череда насилия, попыток самоубийства и обмена секс-услуг на деньги, сигареты, наркотики или еду. И, конечно, тюремных сроков за дебоши и грабежи. Ее выгнали из дома в 15. В 14 она родила от насильника. С 11 лет она торговала собой. Вся эта неустроенность в итоге и привела ее к тем самым 12 месяцам, когда в период с 1989 по 1990 она убила 7 мужчин из огнестрельного оружия.
Поначалу Эйлин утверждала, что так она оборонялась, что мужчины пытались ее изнасиловать. Схема была примерно такая. Мужчины снимали проститутку Эйлин, уезжали в малолюдное место, часто лес, где она их расстреливала, забирала деньги, а иногда и автомобили, и бросала тела гнить. В ходе судебного процесса в итоге Эйлин призналась, что защищалась только в случае с первой жертвой – Ричардом Мэллори, ранее судимым за преступление сексуального характера. Свой первый смертный приговор за убийство Ричарда она получила в 1992 году. К 1996 году, несмотря на судебно-психиатрическую экспертизу, признавшую Эйлин невменяемой из-за диагностируемого у нее пограничного расстройства личности, суд приговорил Уорнес к 6 смертным казням, по одной на каждый случай убийства. Правда, одно тело так и не было найдено, поэтому приговора по нему так и не случилось. После долгих лет в камере смертников в 2002 году 46-летней Эйлин Уорнес ввели смертельную инъекцию. Перед этим в своем последнем обращении она пообещала вернуться в этот мир вместе с Иисусом. Следующая наша история может вызвать ужас даже у заядлых любителей true crime. А все потому, что речь пойдет о девочке Мэри Белл, которую в возрасте 11 лет судили за убийство 2 мальчиков. Да, судебная система Великобритании позволяет судить детей, которые совершили тяжкие преступления. Вот Мэри и попала на скамью подсудимых. Но что все-таки случилось? Еще когда Мэри училась в школе, она нападала на одноклассников и пыталась их задушить. После нескольких таких попыток дети в школе начали обходить ее стороной, а сама Мэри, видимо, пришла к мысли, что для своего черного дела ей придется найти кого-то младше и слабее. И нашла. Сначала она задушила 4-летнего Мартина Брауна, а через 2 месяца и 3-летнего Брайана Хоу. Притом, если в первом случае полицейские, кроме следов удушья, не нашли ничего, то над вторым мальчиком вовсю издевались при помощи сломанных ножниц. И именно они, а не вырезанная на груди буква «М», стали зацепкой для поимки Мэри. Во время допроса она, пытаясь запутать след, упомянула о мальчике, которого видела со сломанными ножницами. Но никто, кроме полицейских и убийцы, не мог знать про ножницы. Прессе об этом не сообщили. Но пугает не столько жестокость, с которой девочка расправилась со своими жертвами, сколько неприкрытое злорадство, которое она испытывала к родителям жертв. Например, Мэри со своей подругой Нормой пришла перед похоронами в дом Мартина Брауна и попросила увидеться с ним. Мать Мартина ответила, что это невозможно, ведь он мертв. На что Мэри без тени сожаления или сочувствия ответила: «Да, я знаю. Я просто хотела посмотреть на него в гробу». А во время похорон Брайана Хоу детектив, который вел дело, заметил Мэри, стоящей возле дома семьи. Позже он рассказывал, что девочка в этот момент смеялась. Мэри была не первым ребенком у несовершеннолетней психически нездоровой проститутки Бетти Белл. Родственники рассказывали, что мать несколько раз пыталась избавиться от ребенка как во время беременности, так и после родов, скидывая Мэри с 1-го этажа или скармливая ей снотворное. По рассказам самой Мэри, она подвергалась сексуализированному насилию с 4 лет. Поэтому, несмотря на заявление в суде о том, что она убивала ради удовольствия, судья расценил преступления как непредумышленные и со смягчающими обстоятельствами. Приговор – бессрочное заключение под стражу, что в некоторых статьях про Мэри трактуется как пожизненное. На самом же деле власти Великобритании могли выпустить Мэри из тюрьмы в любой момент, как только будет решено, что она больше не представляет угрозы для общества, что и произошло. После 12 лет заключения 23-летнюю Мэри Белл освободили в 1980 году. И по сей день она живет в Великобритании под вымышленным именем и обновленными документами. Программа анонимности по судебному решению распространяется и на дочь, и на внучку Мэри пожизненно. Вот такие у нас сегодня истории. Статистика убийств и статистика серийных маньяков говорит, что в подобных делах женщины замешаны на порядок меньше. Возможно, именно потому, что это такая редкость. Пожизненные приговоры или смертные казни женщин вызывают в различных обществах больший протест. И женская жестокость не просто так вызывает у нас больший шок. Надеемся, вы узнали сегодня что-то новое. Что-то, чем сможете удивить друзей во время следующего разговора. А мы побежали делать новое видео. До встречи!